Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы здесь впервые, меня зовут Наташа, я учу говорить по-русски. И сегодня я хочу... Ага, отлично. 9 месяцев в России изменили меня больше, чем я ожидала. Сегодня я хочу рассказать нам о необычных и интересных вещах, которые я заметила после 9 месяцев жизни в России. Давайте начнем. Номер 1. Правила приветствия в России. Это было одним из самых неожиданных культурных шоков для меня в России. Здесь мужчины обычно не жмут руки женщинам. Если женщина сама не подаст руку первой, то лучше даже не предлагать. В Австралии все наоборот. Рукопожатие – это обычная вещь и автоматическая реакция. А здесь совсем другие правила. Например, если в компании 4 мужчины и 1 женщина, то мужчины пожмут руку друг другу, но женщине нет. И еще один момент, который меня удивил, это поцелуй в щеку при встрече. В Австралии это совершенно нормально, особенно среди друзей. А в России это не то. Все по-другому. Чаще всего не целуют. Конечно, бывают исключения. Среди близких друзей, конечно, можно так здороваться, но в целом это необычно. Но с незнакомыми людьми такие правила особенно важны. Рукопожатие почти никогда не бывает между женщинами. Честно, немного раз я сама чувствовала, как будто я мужчина, потому что я подаю руку. И мне казалось, что это очень странно. То есть сначала это казалось мне немного непривычным, но теперь я понимаю, что все это делается из уважения. И честно, мне очень нравится. И, кстати, из-за этой правилы я много раз предупреждаю моего мужа, когда мы с мужем идем с кем-то на ужин, я всегда предупреждаю: не целуй ее в щеку и руку не жми. Потому что я понимаю, что здесь это ненормально, особенно целовать на щеку. Вот. Номер 2. Очень воспитанные люди. Меня до сих пор удивляет, насколько вежливые и уважительные люди здесь, в России. И я не преувеличиваю. Это не зависит от возраста, от достатка. Все ведут себя спокойно и с уважением. Это видно повсюду, на лифтах, в общественном транспорте и даже в том, как люди здесь стучат на двери. Я объясню. Я помню, однажды ко мне курьер с посылкой. Он стучал так тихо, что я его не услышала. Я покажу. Вот так. А если мы были в Австралии, то это было бы 3 раза громче, например. Нет, громче. Вот так. Наверное, даже громче. Но здесь комфортно быть в тишине. В дополнение, где я живу, там, здесь тысячи людей, и там нет граффити. Нигде не граффити, на лифтах нет ни граффити. Когда я была в Австралии, и я знаю, что все районы другие, но у нас была проблема с граффити, с граффитими. Так. И еще меня очень удивляют это молодежь здесь. В метро и автобусах я много раз видела подростки, и как они уступали места пожилым людям и особенно женщинам.
И в Австралии мы бы называли это старомодные манеры, да? Но здесь я вижу, что это часть вашей культуры, что-то, которое передается из поколения в поколение. Это очень приятно. Номер 3. Невероятные московские дорожные работы. Ребята, до переезда до переезда в Россию я слышала страшные истории о дорогах. Сломанный асфальт, дыры в колесах из-за этого. И я ожидала худшего, честно. Но Москва показала совсем другую картину. Здесь дороги ремонтируют постоянно. Каждый район, каждая улица, где-то всегда идут работы. Я, честно, никогда не видела ничего подробного в других городах. Иногда я смотрю, и я думаю, ну зачем? Все было хорошо, дорога уже выглядит нормально. Почему? Зачем ее снова перекладывают? Наверное, я не понимаю ничего о строительстве, я сама не строитель, и просто иногда это раздражает, когда дорогу всегда ремонтируется. Но если честно, это впечатляет, потому что Москва явно гордится тем, что улицы здесь и дороги всегда в порядке. И на мой взгляд, это просто прекрасно. Как мы можем отказаться от этого? Мы не можем. Эта гордость за качество дорог и тротуаров приводит меня к следующему удивлению. Номер 4. Украшение улицы Москвы. Как красиво Москва украшает свои улицы. Каждый сезон, каждый праздник город меняется. От спортивных мероприятий до Нового года и даже к началу учебного года. Улицы украшаются. И, честно говоря, я никогда не видела город, который с такой любовью относится к своим улицам. Каждый раз, когда я иду в центр и вижу новые украшения, я снова удивляюсь, и это делает меня счастливой и благодарной. Самое приятное в Москве, не нужно тратить деньги, чтобы проводить хороший день. Можно просто выйти из дома, прогуляться по улицам, и сразу вы попадете на праздники, на концерты, на выставки. Всегда в городе события. Если честно, я даже не знаю, как я буду привыкнуть к Сиднею после этого. Уже не хочу. Номер 5. В России люди живут позже. Они точно не жаворонки. Кафе здесь открываются поздно, по-моему. В воскресенье, например, часто только к 10 утра. И спортзалы тоже. Многие начинают работать с 7 утра. А теперь сравните с Сиднеем, где все наоборот. Кафе открываются уже в 6 утра, а многие спортзалы работают круглосуточно, чтобы люди могли тренироваться даже в 5 утра, с 5, лучше сказать. В 5:30 утра они уже полные людей. Представляете? В Сиднее день начинается до рассвета. А вечером город засыпает очень-очень рано.
Жизнь, нет, жизни после темноты нету. Это факт. Это факт. Да, это факт, и это факт. Я сама всю взрослую жизнь встала в 4:30 утра. И даже сейчас я просыпаюсь очень рано, до 5, честно. Сначала было трудно привыкнуть к новому рутину здесь. И потому что все начинаются позже, и мой организм просто не привык, просто не привык. Но со временем я полюбила этот ритм. Мне нравится, что здесь можно наслаждаться вечерами, гулять, сидеть в кафе, встречаться с людьми. И все это даже в понедельник. Это сумасшедше. Я все еще жаворонок и всегда такой останусь. Но Москва, без сомнения, научила меня ценить закаты и вечерную жизнь. Россия показала мне совсем другой ритм. Я сейчас замечаю красоту вокруг, я ценю каждый сезон. И мне очень нравится здесь, что люди уважительнее. Я чувствую, как будто вот эти старые, старомодные манеры, которые, я думаю, что немного потеряли в моей стране, к сожалению. Они здесь часть культуры, так скажем. Это очень приятно. Что я могу сказать? Что вы думаете? Я права? Ну все, хочу поблагодарить вас за просмотр. Оставайтесь на связи со мной в других социальных сетях. Ссылки есть в описании видео. И там вы также найдете информацию о том, как вы можете работать со мной и какие услуги я предлагаю. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь. Это поможет мне понять, что вам интересен такой контент. И даже если вы думаете, зачем мне интересно мнение иностранца? Потому что иногда это интересно увидеть свою страну через глазами другого. Почему нет? Может быть, вы не заметили, что здесь украшают улицы, что здесь дороги всегда ремонтируют, что здесь вы воспитаннее. Все эти комплименты, не надо быть отрицательным. Просто слышите, о чем я говорила, и чувствуете, что я позитивная, и я люблю вашу страну, и я рада быть здесь. И я надеюсь, что вы узнали что-то новое о своей стране. Все, спасибо и до следующего раза. Пока.